Одежда не может заставить тебя вырасти со 170 сантиметров до 185, но правильная одежда действительно поможет тебе выглядеть немного выше и стройнее, чем ты есть на самом деле. С другой стороны, неправильная одежда заставит любого мужчину выглядеть немного ниже и, если честно, немного шире, чем он есть на самом деле. Итак, в этом видео я расскажу 10 очень простых советов, которые ты можешь использовать, чтобы убедиться, что твоя одежда работает на тебя, а не против тебя. Но сначала я хочу напомнить тебе, что нет ничего плохого в том, чтобы быть низким. Никто не выбирает свой рост. Многое из того, как мы выглядим, определяется генетикой. Я, например, невысокого роста, и когда я был молодым парнем, это было огромным источником неуверенности для меня. Но когда я стал старше и сфокусировался на саморазвитии, я обнаружил, что стоит гордиться телом, в котором я живу. Если ты чувствуешь себя отлично в одежде оверсайз и широких штанах, прекрасно. Но что касается меня, я чувствую себя лучше, когда я ношу одежду, которая улучшает мое телосложение. Честно говоря, за последние несколько лет я довольно хорошо в этом разобрался. Итак, вот 10 способов, как одеться мужчине, чтобы выглядеть выше и стройнее. С тобой Александр Самсонов. Ставь лайк, жми кнопку подписаться. И мы начинаем. Номер 1. Носи одежду по размеру. Запомни, одежда, которая велика, слишком длинная или слишком широкая, заставит тебя выглядеть ниже и больше, чем ты есть на самом деле. С другой стороны, если у тебя есть лишний вес, обтягивающая одежда только подчеркнет это. Например, если ты когда-нибудь видел бодибилдера в узких джинсах, ты точно понимаешь, о чем я говорю. Они не делают его худым. Итак, если ты хочешь выглядеть выше и стройнее, тебе нужно убрать из своего гардероба вещи, которые намного больше тебя. Я не говорю, что ты должен постоянно носить облегающую одежду, но лучше выбирай приталенные вещи. Они будут более удачно смотреться, чем прямые или свободные. Если ты не хочешь покупать новую одежду, я настоятельно рекомендую тебе посетить хорошее ателье и подшить свои вещи по фигуре. Самые частые изменения – это подшив брюк или приталивание рубашек. Такие вещи очень доступны по цене, и, на мой взгляд, это очень хорошее вложение денег. Номер 2. Выбирай темные однотонные вещи. Ты наверняка слышал, что черный цвет стройнит. Итак, если ты хочешь выглядеть стройнее, тебе следует носить темное. Темные цвета на самом деле сделают тебя немного стройнее и выше. Все потому, что темные цвета устраняют тени. Незначительные дефекты, такие как тени и складки, более заметны на светлых тканях. На более темных тканях эти тени сливаются и становятся практически незаметными. Конечным результатом является чистый, обтекаемый силуэт твоего тела. Кроме того, темные цвета устраняют контраст. Наш взгляд всегда цепляется за формы, а формы создаются контрастом на границах цветов. Просто посмотри на это изображение на экране. Какая линия выглядит толще? На самом деле ни одного размера, но темная кажется тоньше из-за контраста. Нет, я не говорю, что ты должен носить все черное. Мне очень нравятся и другие темные цвета. Темно-синий, темно-серый, бордовый, темно-коричневый. И на самом деле, я даже думаю, что эти цвета более универсальны, чем сам черный. Если ты хочешь стильно одеться без долгих поездок по магазинам, тебе нужен подбор индивидуального образа с личным стилистом в магазине «Я эгоист». Вместо продавца-консультанта тебя оденет профессиональный стилист, который подберет тебе несколько готовых образов на выбор под твои пожелания и бюджет. В одном месте всего за 30 минут. Тебе не нужно ездить по торговым центрам и искать все вещи по отдельности. Просто примерь образы от стилиста, убедись в качестве одежды и можешь сразу приобрести один или несколько образов, которые тебе понравились. Это в 10 раз быстрее, чем ездить по разным магазинам в поисках одежды. И в 5 раз выгоднее, потому что стилист подберет тебе взаимозаменяемый гардероб. Ты сэкономишь деньги, потому что купишь меньше одежды, из которой получишь больше образов за счет того, что все вещи комбинируются друг с другом. У нас в наличии более 600 готовых комплектов одежды, от среднего ценового сегмента до премиальных брендов из Италии и Германии, которых нет в других магазинах города. Стилист подберет тебе одежду по размеру и цвету, которая скроет недостатки фигуры и подчеркнет достоинства. Благодаря этому ты будешь выглядеть безупречно на работе и в повседневной жизни, на мероприятии и на свидании, потратив всего лишь 30 минут, без утомительных поездок по магазинам и самостоятельного поиска одежды, даже если ты не разбираешься, как правильно сочетать вещи. Если ты в Москве, запишись к стилисту на удобное время и приезжай в магазин «Я эгоист» в центре города. Если нет, стилист подберет тебе готовый образ онлайн и отправит посылку с вещами в любую точку мира. Прямо сейчас нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест, чтобы узнать стоимость образа от стилиста с учетом твоих пожеланий и получить скидку 30% на первую покупку и мужской парфюм в подарок, пока действует акция. Номер 3. Снизь контрастность между вещами. Итак,
я рекомендую тебе выбирать для образов только темные вещи, либо только светлые, не сочетая их вместе. Причина в том, что нужно избежать контраста, который визуально разрезает тебя пополам. Например, когда ты надеваешь слишком светлую рубашку и слишком темные брюки, которые создают резкий контраст между верхней и нижней частью тела. Это не только визуально разрезает тебя пополам, но и подчеркивает любые проблемы с посадкой вещей или с пропорциями. Вместо этого ты можешь попытаться свести к минимуму этот контраст, надев похожие цвета. Такие комбинации, как темно-синий и угольный, бордовый и черный или белый и коричневый, все это отличные варианты. Знаменитости постоянно используют этот прием на красных дорожках. Если твоя одежда уже подходит тебе по размеру, о чем я говорил в предыдущем пункте, но ты все равно не чувствуешь того, что выглядишь выше, то это самый простой и самый лучший способ выглядеть стройнее и выше. Номер 4. Выбирай мелкий принт. Ты наверняка слышал совет, что невысоким мужчинам следует избегать горизонтальных полос на вещах, верно? Но дело не только в направлении полос или типе узора, но и в масштабе. Проще говоря, невысоким парням следует носить мелкие узоры. Итак, если мы говорим о клетчатой ткани, выбирай мелкую тонкую клетку. Если ты носишь одежду в горошек, выбирай мелкий горошек, а не крупный. Если хочешь носить горизонтальные полосы, просто убедись, что это тонкие полосы, расположенные близко друг к другу, а не толстые, расположенные далеко друг от друга. Номер 5. Избегай брюк с низкой посадкой. Посадка брюк — это одна из тех вещей, которые сильно зависят от тенденций и моды. Но тебе стоит запомнить, что людям низкого роста в большинстве случаев следует избегать брюк с низкой посадкой на бедрах, потому что они делают ноги короче. Вот в чем дело. У всех разное соотношение длины ног и туловища, поэтому у некоторых длинные ноги и более высокая талия, у других длинное туловище и очень короткие ноги. Но независимо от того, где находится твоя реальная талия, визуальная талия определяется именно твоей одеждой. Таким образом, если твои брюки сидят на бедрах, талия будет выглядеть ниже, даже если у тебя очень длинные ноги. Итак, если у тебя не очень длинные ноги и короткий торс для твоего роста, я рекомендую носить брюки со средней или даже высокой посадкой. Это визуально поднимет талию, сделает ее уже, а ноги длиннее. Так что это беспроигрышный вариант. Номер 6. Заправляй рубашку. Это особенно эффективно в сочетании с последним советом о том, что нужно носить брюки со средней посадкой. Я действительно думаю, что брюки со средней посадкой и заправленной рубашкой — это один из лучших образов для кого угодно, но особенно для невысоких мужчин. Это красиво и очень удобно. Кроме того, заправляя рубашку, ты решаешь проблему слишком длинных рубашек, которые нельзя носить на выпуск. Кстати, а ты чаще носишь рубашку заправленной или на выпуск? Напиши в комментариях, мне интересно узнать. Давай это обсудим. Номер 7. Не носи слишком длинные брюки. Когда мы говорим про длину брюк, у тебя есть несколько вариантов. От классической длины до укороченных вариантов брюк. Я думаю, что невысокие люди лучше всего смотрятся в чуть укороченных брюках. Если брюки слишком длинные, они будут складываться уродливой гармошкой поверх обуви. Ты будешь выглядеть ниже или будто донашиваешь одежду за старшим братом. Но когда штаны находятся четко на туфлях, то это имеет противоположный эффект. В этом случае твои ноги сразу кажутся длиннее и изящнее. Номер 8. Носи пропорциональные аксессуары. Я постоянно вижу, как мужчины ошибаются с аксессуарами. Слишком большие часы, слишком широкие солнцезащитные очки, слишком длинные галстуки. Это убивает меня, потому что этой ошибки очень легко избежать. Этот совет имеет больше общего с телосложением, чем с ростом. У более крупных, но низких парней обычно более толстые запястья и более массивная шея, большая грудь. Если ты невысокий парень, но у тебя большое запястье, тебе определенно подойдут крупные часы. Таким же образом, если у тебя узкое запястье, выбери небольшие часы, они будут идеально смотреться. Секрет в том, чтобы обращать внимание на пропорции при выборе аксессуаров. Если ты невысокий мужчина, большинство галстуков будут слишком длинными и будут выходить за линию пояса. Это выглядит очень плохо. Это будет портить образ, даже если все остальное подобрано идеально. Так что внимательно выбирай галстук. Если у тебя узкое лицо, многие универсальные солнцезащитные очки будут слишком широкими, что сделает твое лицо слишком узким. Коренастым парням не следует носить узкие галстуки, но худые парни отлично смотрятся в узких галстуках. Надеюсь, ты понял. В выборе аксессуаров пропорции играют решающую роль. Номер 9. Избегай громоздкой верхней одежды. Совсем скоро осень, а там и зима. И когда дело доходит до морозной погоды, функциональность
важнее внешнего вида. Иногда массивный пуховик большого размера – это единственное, что согреет тебя в холода, и это совершенно нормально. Но в целом громоздкая верхняя одежда сделает тебя намного ниже и потенциально шире, чем ты есть. Вот почему я предпочитаю утепляться с помощью термобелья. Таким образом, мне не всегда нужен огромный пуховик поверх всего остального. Мне нравятся тонкие пуховики, в отличие от громоздких вариантов, которые делают тебя похожим на человека Мишлен. И мне нравятся еще теплые пальто. Они тонкие, более формальные, в них действительно тепло за счет наличия шерсти. И, конечно же, если ты просто добавишь шарф, шапку и перчатки, то ты и не замерзнешь, и добавишь образу изюминки за счет аксессуаров. Ну а когда я вынужден надеть пуховик, я стараюсь выбрать более облегающие модели, а не широкие, просто потому что они лучше смотрятся на моем телосложении. Номер 10. Выбирай обувь с каблуком. Я не рекомендую носить увеличивающий рост стельки, потому что, честно говоря, они очень неудобные, и они вредны для осанки и потенциально вредны для твоей спины. Но многое обувь делается уже с небольшим каблуком в пару сантиметров. Из всех советов в этом списке это единственный, который поможет тебе буквально стать выше на несколько сантиметров. Отдавай предпочтение обуви с высокой подошвой, например, кеды с толстой подошвой. Ботинки Челси тоже будут отличным вариантом за счет того, что они высокие и могут быть на небольшом каблуке или же с массивной подошвой. Такие варианты будут намного удобнее каких-то стелек, уж поверь мне. Если ты будешь использовать хотя бы один или два совета из сегодняшнего видео, то ты уже добьешься своей цели. Итак, чтобы визуально казаться выше и стройнее, тебе нужно: первое. Носи приталенную одежду по размеру. Второе. Выбирай темные однотонные вещи. Третье. Снизь контрасты между вещами. Четвертое. Выбирай мелкий принт. Пятое. Избегай брюк с низкой посадкой. Шестое. Заправляй рубашку. Седьмое. Не носи слишком длинные брюки. Восьмое. Носи пропорциональные аксессуары. Девятое. Избегай громоздкой верхней одежды. Десятое. Выбирай обувь с каблуком. Поставь лайк, ведь только что ты узнал, как с помощью одежды быть выше и стройнее. Напиши в комментариях, используешь ли ты уже какие-то советы из сегодняшнего видео. Пиши в комментах, давай обсудим, а также поделись своими советами. Мне очень интересно узнать, как ты умеешь казаться выше и стройнее с помощью одежды. Поделись этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже узнали об этих трюках и смогли выглядеть выше. И прямо сейчас нажми на кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропускать мои видео о том, как стильно одеться и стать мужчиной, которого хотят все женщины. Но если ты хочешь стильно одеться уже сегодня, нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест. Чтобы узнать стоимость образа от стилиста под твои пожелания, получи скидку 30% на первую покупку и мужской парфюм в подарок, пока действует акция. У меня все на сегодня. Обязательно жми на видео, которое видишь на экране, чтобы больше узнать о том, как стильно одеться и выглядеть на все 100. С тобой был Александр Самсонов. Всем стиль и до новых встреч!